Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки с Китая. На этот раз пришла вот такая серенькая посылка, не знаю, упакована в какой-то, не знаю, полиэтиленовый пакет, даже, наверное, пакет похожий даже от мусора. Давайте ее вскроем, причем мне не первый раз такие пакеты приходят, скорее всего, просто продавцы экономят и упаковки от мусора или что-нибудь подобное практично используют, что является достаточно дешевым. Тут у нас по предположению, по трек-номеру должен быть, получается, Powerbank, вот такой вот Powerbank, белый, кстати, я, по-моему, заказывал черный, почему он белый? Ну, мне лично белый цвет нравится, да, но я вроде заказывал не белый. Шел мне белый. Посмотрю еще на Алиэкспрессе, по-моему, белый все-таки не заказывал. Ну, он достаточно долго шел, этот чехол. Шел он где-то более 48, где-то вот так дней, я точно не помню. Ну, точно 48, больше 48 дней было, потому что я недавно смотрел на Алиэкспрессе с момента, получается, когда его отослали. Вот такой вот, это не Powerbank, а это больше, получается, чехол для Powerbank. Сейчас как он снимается-то, если, чтобы я еще знал. Он как-то открывается каким-то образом хитрым. Но я лично не знаю, как им. Так. Блин, как же его теперь открыть? А может, другая штука снимается? Какая-то из этих частей должна сниматься. Каким образом, я не знаю, честно. Так. Давайте придем немного к вандализму. Может, тут что-то. Блин, ну как ее снять-то? Каким-то образом она снимается. Я точно знаю, что она не закручивается. Она снимается именно путем там какие-то крепления просто идут и все. Может быть, тут. Просто, знаете, вот даже нету инструкции, на которой написано, как его правильно открывать. То есть должна быть какая-нибудь там наклейка, картинка, что ли. Типа нажмите сюда, там, с такой-то силой. Ну, не прям с такой-то силой, ну просто нажмите сюда или туда, чтобы оно открылось. Вот это у нас, по-моему, не кнопочка, так что это не канает. Блин, как же его открыть? Все-таки я думаю, что он с этой стороны открывается, так что... Блин, я вот не хочу его портить, потому что я знаю, что ножиком его испорчу. Да, то, что я его поцарапаю. Да что ж такое-то? В общем-то, я ее наконец-то вскрыл, ребят, реально ее невозможно вскрыть, не прибегая к помощи ножика. Лично я пришел к такому выводу. Тут никаких нормальных защелок толком нету, то есть которые можно снаружи открыть. Мне пришлось все-таки немного ее погадить. С этой стороны, по-моему, нет, не с этой. А вот с этой стороны вот я ее немного вот тут погадил. Реально ее, если вы закрыли, вы ее закрыли, видимо, на один раз. Все, ее потом открыть нереально. Реально, вот, честно говорю, вот тут никаких нету, это не кнопочки, вот это у нас все индикаторы идут, то есть вот тут светодиоды, тут у нас кнопочка включения. Сюда можно засунуть, получается, 6 банок, вот таких, подобной этой, получается... 1800, 650, ой, 18, 650, по-моему, вот так они называются, эти аккумуляторы. Не знаю, вот так это все сделано, ну, вот такая коробочка, ну, ее реально очень трудно открыть. Я не представляю, каким образом ее можно открыть, не прибегая к каким-нибудь посторонним средствам. Возможно, так, может быть, и задумывано было, но открывается именно вот с этой стороны, где кнопка находится, но очень трудно она открывается, нету нормальных никаких отщелок. Давайте попробуем включить ее, протестируем, так скажем. Так, вообще не представляю, как ее тогда открывать, если когда ее закроешь. Так, может быть, она вообще не предназначается для таких целей. Так, как видите, сразу же загорелись почему-то светодиоды. Не знаю, наверное, батарейки этой не хватает, потому что она заряжена, но в целом вроде бы оно работает, то есть... Не знаю, почему-то они не загораются. Видимо, батарейки все-таки реально не хватает. Так. О, вот, я смог включить светодиод хотя бы. Батарейки хватает только, видимо, на работу светодиода, и то еле-еле тускло. В общем-то, такой, это не Powerbank, это именно корпус для этих аккумуляторов, и его можно использовать как Powerbank. Получается, что... Мы можем купить абсолютно любой корпус. Бывают еще форматы на 4 батарейки, бывают форматы на 2 батарейки, разные бывают форматы. Я купил самый большой, это на 6 батареек, больше я не видел. Получается, тут
потенциальная мощность написана 2000 мАч, то есть если в зависимости от того, какие батарейки вы сюда вставите, можно до 2000 мАч, получается, это дело увеличить. Это намного выгоднее, чем покупать уже собранные пауэрбанки, поскольку часто китайских используют некачественные батарейки. Вы можете, допустим, найти качественные батарейки и вот такой пауэрбанк заказать, именно корпус под эти батарейки, больше, а не пауэрбанк, и вы просто вставляете батарейки ваши, а за счет этого корпуса их, так скажем, храните и обрабатываете. Ну, не обрабатываете, а их вводите на USB. У нас тут находится два USB, один на 1 ампер, другой на 2 ампера. Видимо, один для планшетов, один для телефонов. Есть вход, получается, это у нас микро-USB, это для зарядки самого пауэрбанка. Реально очень трудно он открывается, это, наверное, первый и главный минус, который я заметил. Вроде пока что минусов нет. Достаточно такой хороший пауэрбанк, обладает фонариком, есть индикаторы зарядки, кнопочка для включения там индикаторов или включения светодиода. Ну, такой корпус, но его реально очень трудно, получается, открыть. Я больше его закрывать не буду, пока что батарейки полностью сюда не вставлю. И этот пауэрбанк я заказал для того, чтобы... Получается, у меня сейчас есть два Xiaomi пауэрбанка, есть мой самодельный пауэрбанк, есть вот этот пауэрбанк, я буду использовать, получается, 4 пауэрбанка для сравнения, что же лучше, купить готовый хороший пауэрбанк, готовый китайский хороший пауэрбанк, купить такой корпус, в который вставить батарейки, это получится тоже пауэрбанк, или сделать пауэрбанк самому. Что же будет у нас лучше и, так скажем, выгоднее. В общем-то, вот такой вот у нас был обзор посылки, вот такой вот, не знаю, это корпус, скорее всего, это даже пауэрбанком еще назвать трудно. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока.